Здорово, ребят, рад видеть вас у себя на канале, и сегодня мы будем пробовать проходить бесконечный этаж на новой пешке. Я поиграю стандартные свои колоды, которые играю, в принципе, в PvP, которые я играл уже в бесконечный коп, и напарником у меня будет Миша. Миша поиграет чуть другой вариации, я надеюсь, что у нас все получится, поставить какое-то хорошее время, и заодно посмотрим на изменения, которые были в копчике. По идее, с обновлением 30.0 обещали сделать его попроще, добавить новых модификаторов, и оно должно сработать и получиться хорошее время. Поэтому перед началом же всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, маленькая пауза и будем начинать. До сих пор доначишь через игру? Фатальная ошибка. Я расскажу, как это делать правильно. На официальном сайте MyGames в разделе Rush Royale существует различное количество товаров, начиная от кристаллов, пропусков, заканчивая платиной. Для наглядности объясню, что такое платина. Вот она у меня есть на аккаунте. После того, как вы покупаете платину, любой товар в этой игре встает выбор купить за обычные деньги, либо за платину. Я закупаюсь, как правило, платиной, потому что это удобнее и всегда можно купить любое предложение, либо что-то другое, то или пропуск, или что-то так за платину. Это удобно. И бесплатным колокольчиком, который можно забирать раз в сутки. Обязательно этим пользуйтесь. Также есть лимитированная акция по колокольчикам. Это разовые покупки, которые можно забрать один раз. Для того, чтобы совершить покупку, вы выбираете любой товар. Например, это будет 1000 платины. Бонусом идет 10%. Нажимаете «Купить». Для того, чтобы поддержать меня и принять участие в розыгрыше, который проходит каждый месяц, нажимаете «Поддержать автора». Вводите мое кодовое слово «Але». Можете написать любое сообщение, которое придет мне на аккаунт. Я его увижу. После чего нажимаете сюда, выбираете платформу, с которой играете. У меня это iOS. Выбираете свой ID, нажимаете «Продолжить», после чего перекидывает вас на окно оплаты, где вы оплачиваете любым удобным для вас способом. Запускаемся в бой, ребят, и колоды у нас немножечко отличаются. По двойным точкам сейчас будем проверять. Раз, два, три, четыре, пять Зевса. И есть, в принципе, двойная точка. Главное, чтобы по одной двойной точке у нас было, тогда можно будет показывать хороший урон. Модификатор я взял на Апранга. Сразу какая-то негативка в меня летит. У меня есть ведьма, за счет нее будет очень много урона. У Мишани, получается, есть ловчий. Ловчий будет замедлять, фортуна процентный урон. Ну и теоретически все должно выглядеть супер неплохо. Главное правильно выставиться. Так, давайте сразу немножечко помержим. Появляется третья ведьма, я не знаю, что с ней делать. Мне бы не помешал высокий стрелок, но высокого стрелка нет. Давайте докину сюда сразу кобальда. Точки кобальда вроде бы неплохие. Без Зевса, поэтому можно качаться. Так, второй стрелок есть. Наверное, докину я еще туда вторую ведьму. И вот такой стол я оставлю уже до конца игры. Если прокачается стрелок до Т3 ранга, я переставлю третью лучницу и буду раскачивать уже ее. Так, это пока надо помержить. Это тоже нужно помержить. И, в принципе, я бы уже хотел как-то это убрать. Появляется четвертая ведьма. Я думал, что модификатор мне поможет, а по факту, на самом деле, не сильно-то он не помогает, он больше руинит. Так, Мишаня играет с утилем. У него есть синергии. Ему не нужны двойные точки, потому что он без Зевса. За счет этого... Он может, в принципе, выставить столько лучниц в точку роста, сколько захочет. Блин, это же гениально. Жаль, такой метод не подходит для ПВП, потому что Зевс сейчас в ПВП очень силен. Если бы Зевс не был бы настолько имбой, то Фортуна очень хорошо бы играла, и не надо было каждую игру рандомить и ждать какие-то двойные точки. Так, меняется модификатор сейчас у нас. Ну, должен поменяться у нас модификатор. И дальше уже после него я буду пытаться раскачивать стол. Потому что стол я пока что никак не раскачал. Кстати, у Мишани выпал легендарный апгрейд. Он прокачал просто себе весь стол. Так, ну давайте, полетели. Бам, троечка. Пока что, я думаю, можно все это перекидывать. Вот это мы скипнем. И пока вообще просто какой-то хаос, какое-то мясо на столе. Так, еще чуть-чуть рангов закину. Перекину кобальда и буду пробовать качать стол. Очень плохие шахты, очень плохие шахты. Прям супер какое-то невезение. Так, это я скипаю. Это перемещаю и вот эту ведьму сюда ставлю. Что дальше? Еще раз нужно скипать шахты. Блин, ну Зевс в этом плане, конечно, интересный персонаж. Так, здесь у нас тоже Зевс.
Поэтому кобальда ставлю сюда. Ведьму сюда. И теперь уже более-менее что-то хорошее наклевывается. Так, прокачается стрелок. Воткну дополнительно ведьму. Стрелок не прокачается, ведьму не надо вкидывать. Удобно. Удобно, ребят. Очень удобно. Хотя по-хорошему надо вкидывать. Еще раз скипаю шахты. И еще раз мне на них не везет. Опять падает в основную точку. Зевс не качает. Сверху вообще шикарно. Сверху не нужно ни на что рассчитывать. Ты просто аккуратненько качаешься и все. Когда была мета фортуны, это, наверное, было лучшее время. Так. Опять что-то непонятное на столе. Это мы даем сюда. Это сюда вкидываем. И следующий баф. Давайте, если будет апгрейд, я, наверное, его возьму. Если мне предложат его. Минус мана. Апгрейда не дает. Окей. Еще раз свапаю шахты. В этот раз они уже неплохие, на самом деле. Перекинем стаки. Получил дополнительно 4. Есть возможность раскачать ведьм. Бам-бам. Еще ведьмы. У него 62 стака, у меня 52 стака, но у меня лежит двоечка. За счет этой двоечки я, наверное, смогу как-то потом это все перекинуть. Нужно будет поменять вот эту ведьму. Так, давайте перекидываем. И это тоже убираем, это подсоединяем и получаем еще 5-ю ведьму. Нужно понимать, что вот стоит 4, я ее никуда убрать не смогу. И с нее, соответственно, тоже потом нужно будет перекидывать стаки. Амулет 20, мана заканчивается просто невероятно быстро. С учетом того, что нас руинит этот модификатор. Так, нормально. Каким-нибудь методом я докачаю своих кобальдов. Рано или поздно я найду хорошие шахты. И все будет нормально. Так, хорошо. Там уже 102. Если он перекинет эти стаки, там уже будет 102. У меня примерно так же. Идем ровненько. Бам. 30-очка амулет. Я все еще жду легендарный апгрейд. Показать вам. Потому что там есть не только легендарный апгрейд. Там очень много всяких модификаторов прикольных. Но почему-то Мишане выпал он пораньше. Мне он не падает до сих пор. Нужно убрать 4. Любым способом. Она очень сильно меня руинит. Так, идут боссы. Боссы не проблема. Есть тройка. Качаем дальше. Так, основная пешка Т7. Стрелок Т4. Апгрейд, кстати. Ну, слушайте. Он не легендарный, но он качает весь стол. Но у меня вопрос. К себе, к вам. Зачем я это сейчас сделал, если у меня нарисовалась 5-я лучница, которую мне все еще нужно как-то убрать? Раз, два. Ну, кстати, да, я, наверное, оставлю так. Потому что, когда вот эта вот лучница прокачается, я смогу перекинуть. Ну, блин, какой же замес на столе невероятный. Просто ничего не понятно. Оп. Нормально. Засейвил стрелка, но пожертвовал стаками. Так, сидим. Сидим, не рыпаемся. 6-й стрелок. Это я начинаю перекидывать. Качаем. И, судя по всему, приближаемся к очень уверенному застаку. Который вроде бы уже наступил. И даже с Арликом, даже с Кобальдом я не могу растакаться. Нужно ждать прокачку вот этой вот 4 с 5. У меня даже нету нужных стаков. Очень сильно я руиню Мишаню. Давай, хорошо. 6-я ведьма, сразу же скипаю вот это. А вот это уже... вот это зачем? Я вот к этому не готов на самом деле был. Давайте добивать ведьм. Седьмая лучница. 7-я лучница. Что мне с ней делать? Это хороший вопрос. Пока что займусь прокачкой точки роста.
Как только я ее докачаю, будет попроще. Щит я не беру. Возьму взрывание монстров. Хоть как-то оно мне поможет. Так. 4. Да. Всяческими способами игра пытается меня руинить. Ну ладно, ведьм я сделал. Остается рост, остаются кобальды, остается 150 стаков. Как только прокачается вот этот чел, я все это перекину. Все, я сюда это... Нет. Вот сюда я это перекидываю, 150 стаков. 150 стаков, это ломаем. Получаем 6-ю лучницу. И если каким-то чудом нам понизит вот эту 7-ку, мы это также аккуратненько все перекинем. Единственный момент, надо докачать кобальда. Как это докачать? Хорошо, это сюда. Это сюда. Есть еще парочка кобальдов, я их раскопирую пока что. 200 стаков сделаю, и может быть, дальше начну бить стаки в обычную лучницу, подставив ее в рост. Либо же у меня есть выбор продолжать качать вот эту лучницу. Потому что точка-то у меня всего одна двойная. Так, давайте. Еще один Зевс. Да, супер много стаков собирается вообще не там, где нужно. Для меня. Так, 85. Зевс, по идее, к боссам откатится. И вдруг, если я это не задефу, я очень сильно надеюсь на Мишу. Потому что у него стол более-менее похож на стол нормального человека. Я чисто в роли обузы здесь. Так, прожимаемся. Давайте. Урон. Урон хороший. Но у него постоянный урон. У меня урон есть только тогда, когда я прожимаюсь. Плюс в конце он как-то поддефает все это дело. Я взял ману, когда у меня 66 тысяч. Супер ошибка. Так, хорошо. Бам. Бам. Это мы растакиваем. 5-й кобальт. Я его тоже сейчас скипну и получу более-менее красивый стол. Не помню, есть ли здесь огнерыки, но если они есть, то они не очень хотят ко мне выходить. Мне бы просто вот одну пульку получить сюда. Чтобы просто вот эти 2 шестерки замержились, передали стаки. И я доделал уже наконец-то свои 200 стаков. Так, продолжу качать кобальдов. В копчике это хоть как-то что-то дает по сравнению с ПВП. Так, я думаю, что можно прожаться. Это тоже можно поперекидывать. 175, там уже 200. Там уже 200, и я думаю, что сейчас Мишаня начнет копить стаки еще в одну лучницу. Но если бы коп сделали немного дольше, количество механик, которое можно было бы здесь раскрывать, оно было бы намного больше. И он бы стал намного интересней. Потому что вот даже на новой пешке супер крутая механика. Ты понимаешь, что одна пешка в соло-цель вносит невероятное количество урона. Если бы их можно было поставить, успеть хотя бы 3, то были бы другие рекорды, и не только на этой пешке. Но опять же, вот сейчас выйдет босс там 12-14 минуты, и он уже выйдет для обычного игрока, ну, никогда в жизни неубиваемым. А мы его снесем с трудом в натяжечку, потом выйдет босс 14 минуты, и там уже цифры будут просто какие-то запредельные. Друзья, каждый месяц у меня в телеграм-канале проходит розыгрыш, где я разыгрываю 2200 платины, и вся эта платина будет делиться между 10 победителями, которые, соответственно, выиграют. По условиям все просто. Первое, подписка на ТГ-канал. Второе, быть зафоловленным на мой Twitch. Опять же, переходите в телеграм, ссылка будет в описании. Нажимайте кнопку «Участвовать» и выполняйте все условия. Результаты будут подводиться автоматически, в телеграм будет поститься вся информация, и с победителями лично буду я связываться и начислять награды. Так. Я готов к боссам, я активировал все, у меня есть крит-шанс. У меня есть все, что мне нужно. Первый пошел. Так, ну и смотрите. Смотрите, ребят, на урон. Я так надеялся. Я так надеялся, что дойдет и ударит по вот этой вот. Но не повезло. Просто банально не повезло. Сейчас мартышки пропадут, потому что мобы уже 20 секунд не идут. Апгрейд брать ни в коем случае нельзя. Выпустите мобов. Пусть мобы дойдут до мартышки. Давай. Ребят, это успех. За исключением того, что мне понизила стрелка.
Но я не жалею, я, в принципе, доволен этим. Стаки я перекинул, урона у меня теперь будет побольше. Вопрос, что делать с этой ведьмой. Так, бам. Бам. Это все так же я перекидываю. Надо, чтобы прокачался стрелок. Потому что если... Ассасин будет бить. Ассасин будет бить по-любому. И нам каким-то чудом нужно будет от него уклоняться. Ну, блин, он вообще никак не качает. Так, отдаю я манапы на всякий случай. Чтобы быстрее это поддефать. Ну, у Миши много стаков. И за счет ловчего он подзамедлит. 14:26 это среднее время, которое я стою в этом копчике. Если каким-то чудом у нас получится убить боссов, и мы побьем это время, это будет супер идеально. Мне, опять же, не возвращает стрелка. Щит перекинуть я никак не смогу. И остается надеяться на то, что в момент выхода боссов боссы не ударят. Точнее, ассасин не ударит в основную мою лучницу. Потому что если это произойдет, это будет критическая ошибка. А они, кстати, уже выходят. Повезло, 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 повезло. Бам, поехали. Надо добивать. Я сразу все это дело вкидываю. Раз, два, бам. Подкидываю еще дизарморчика легкого. Так, ну и сейчас задача Мишани добить этих боссов. Потому что у него фортуна, он сильный. Процентный урон. О-о-о-о-о-о. Х2 урона я беру. Потому что есть... Кстати, манап ведьмы я не сделал по каким-то непонятным причинам. Но теперь я его сделал. Бам. Все, я все почистил. Манап ведьмы, теперь я, по идее, должен наносить больше урона. Мы преодолели планку 14:30, идем дальше. Стол хороший. Это я перемещаю сюда. Пусть стоит 3 ведьмы. Буду верить в то, что это как-то сработает. И на следующих боссов надо обязательно активировать крит-шанс. Из минусов это Гаргона с обезьяной. Гаргона будет закрывать очень много пешек на столе. А обезьяна просто станет. У Мишани пешка стоит в центре. Кстати, там повезло, что эта точка пересеклась с моим талантом ведьмы, поэтому урона там огромное количество. Но это и самая идеальная точка для того, чтобы обезьянка его станила. То есть на него надежды не будет, потому что просто он не выйдет никогда из стана. У меня ситуация не сильно лучше, потому что моя пешка тоже стоит в центре. Так. Так, хорошо. Крит-шанс активировал, но надо будет активировать еще один. Не хочу ничего делать сейчас. Прожимаю Зевса. Нужно прожиматься. И задефать всю вот эту вот пачку до выхода боссов. Все, поехали. Тут повезло. 2,4Т, по идее, это можно убить, если бы не одно но. Вот это вот но. Так, у меня есть еще стрелок, не беда. Ну все, моя пешка спит по КД. Миша не дамажит, но... Ну это просто худшая пачка боссов, которую мы уже не добьем. Потому что там еще кого-то призвали. А призвали там гроссмейстера, ребят. Все, и это проходка. Это проходка, но это хорошее время. Это выше среднего, но, блин, я не знаю, как стоять больше. Даже так получилось супер круто, с учетом того, что у Миши почти максимальный крит. Хорошая фортуна. У меня все тоже, в принципе, неплохо. Даже у нас есть пассинергии, которые мы это все дело резали. Мы взяли правильные таланты на то, чтобы урон шел по другим мобам. За счет этого, за счет инстакилла, мы как-то легче это все дело дефали. По урону получилось 27,4Т, ну потому что у меня еще ведьма инстакиллила. И лучница нанесла тоже побольше, потому что при прижатии Зевса под ведьмой она наносила много урона. Так, 16:31, если мы сейчас зайдем, посмотрим в лидерборд, то 16:31 будет не так уж и высоко. Рекорд наш 18:27. 16:31, ребята, это... 16:31, это получается 58 место, но рекорд мы свой ставили лучница плюс саппорт. Поэтому, если вы хотите еще одно такое видео с копчика, где я, допустим, посаппорчу Мишане,
на часиках, там, с ведьмой, разгоню его урон по максимуму, то давайте соберем 500 лайков, и я, наверное, запишу такой видосик, потому что это несложно. Видео записывается максимально быстро, Мишаня всегда на связи и поможет все это дело записать. На этом у меня все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Опять же, 500 лайков. Я выпускаю часть 2, где буду саппортить. И ставить еще больше времени, еще больше урона. Всех обнял. Всем пока.